Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами запускаем важную инициативу. Инициативу на платформе «Белорусский демократический форум». Мы в Беларуси привыкли к тому, что кто-то принимает решения за нас. Мы в Беларуси привыкли к тому, что кто-то сам себя назначает. Назначает президентом, назначает правителем или кем-то там еще. Мы с вами привыкли к тому, что кто-то всегда принимает решения за нас, считая, что он умнее, образованнее или имеет больше жизненного опыта для того, чтобы принять то или иное решение. Сейчас очень важный вопрос, который стоит перед Белоруссией, это то, что будет после Лукашенко. Самое главное для нас, чтобы в стране в нашей не появился второй Лукашенко. То есть, если мы когда-то один раз ошиблись, то мы должны быть в состоянии извлечь уроки из той ошибки, которую мы допустили 26 лет назад, и сделать так, чтобы эту ошибку мы больше не повторили. Поэтому инициатива заключается в том, чтобы дать возможность гражданам Республики Беларусь высказаться, какую форму государственного управления мы хотим видеть. Мы хотим видеть парламентскую республику, мы хотим видеть президентскую республику или мы хотим видеть смешанную форму правления. Я вкратце расскажу, в чем смысл этих трех форм правления. Парламентская республика, голосование и выборы в парламент идут по партийным спискам, и та партия, которая побеждает, она формирует правительство. Партия или коалиция партий. Правительство подотчетно перед парламентом. Выборы президента могут осуществляться тоже напрямую, но президент – это символ. Президент несет представительские функции. Он назначает судей, он открывает заседание нового парламента, он принимает верительные грамоты, он подписывает и обнародует законы. Но экономический блок ведет исключительно правительство. Президентская форма правления, эффективная, на сегодняшний момент существует только в Соединенных Штатах Америки, где действительно соблюден принцип сдержек и противовесов. Когда президент назначает правительство, но президент не может распустить парламент, а парламент, в свою очередь, может отправить президента в отставку, объявив ему импичмент. В большинстве стран мира президентская форма правления, к сожалению, это когда президент и назначает правительство, и может распустить парламент, и назначает, и принимает верительные грамоты послов, и определяет внешнюю политику, определяет внутреннюю политику, определяет социально-экономическую политику. Мое личное убеждение заключается в том, что проблема для Беларуси даже не столько в личности Лукашенко, а проблема Беларуси в самом институте президентства. Но, ежели у кого-то будет иная точка зрения, безусловно, мы хотели бы эту иную точку зрения услышать. И существует смешанная форма правления. Она существует в таких странах, как Франция, в Украине, в Финляндии. Суть смешанной формы правления заключается в том, что президент имеет лишь несколько портфелей. Как правило, это портфель министра иностранных дел и портфель министра обороны. Президент назначает эти должности, этих людей на эти должности. Что касается назначения экономического блока, то президент обязан назначить правительство из числа лидеров, победившей на выборе партии. И они несут ответственность не перед президентом, а перед правительством. Вот на самом деле три варианта, из которых нам предстоит выбрать будущее Республики Беларусь. И я призываю всех вас высказаться
по поводу того, какой из трех вариантов для вас будет наиболее близок, какой из этих трех вариантов вам кажется будет отражать представление большинства наших людей и нашего видения движения в будущее.